Крым– это не только изумительная природа, очаровывающая как жителей, так и гостей полуострова, но и роскошная архитектура с уникальной историей. Мировую известность Ливадийскому дворцу принесла, конечно же, Ялтинская конференция союзных держав. Именно здесь возникла идея создания Организации Объединенных Наций. Решение о строительстве дворца принял Николай II, который хотел иметь в Крыму собственную дачу. Царская семья приезжала сюда не только отдохнуть, но также поправить здоровье. Однако удалось им побывать здесь всего 4 раза. С виду может показаться, что это дворец какого-то крымского хана. Да и название само по себе восточное. Джульбер в переводе с арабского означает «прекрасный» и «красивый». Но тем не менее, это еще одна крымская резиденция рода Романовых. Великий князь Петр Николаевич Романов часто бывал в Крыму и очень его любил. Как-то он даже решил купить 13 десятин земли для строительства своего имения. А теперь, собственно, главный вопрос. Почему именно такая архитектура у здания? А все потому, что долгое время Петр Николаевич жил в Египте. Там он насмотрелся местной архитектуры, которая оставила его под огромным впечатлением. Там же он делал зарисовки древних храмовых строений. И когда решил строить свой собственный дворец, сделал лично зарисовки в этом стиле. В революционное время семья Романовых скрывалась именно в этом дворце. Крым стал последней дестинацией не только для членов императорского дома, но также для породнившихся с ними Юсуповых. Дворец Харакс получил свое название от крупнейшей римской крепости в Крыму, которая была здесь во II-III веке. Решил построить этот дворец великий князь Георгий Михайлович, которому и принадлежало место раскопок. Дворец построен в шотландском стиле, что необычно для Крыма даже сейчас, не то что в те времена. По мнению специалистов, усадьба Ясная Поляна является самой первой и при этом самой крупной помещичьей усадьбой в Крыму. Ранее она называлась Романтическая Александрия, однако в советское время ее переименовали в Ясную Поляну в честь пребывания здесь писателя Льва Николаевича Толстого. Он жил здесь с 1901 по 1902 год и написал повесть «Хаджи Мурат». Также в 1917 году дворец посещал Владимир Владимирович Набоков. А вот на этой застекленной веранде Лев Толстой принимал таких гостей, как Горький, Чехов, Шаляпин и Куприн. Честно говоря, я нахожусь в полном потрясении, потому что здесь все в ужаснейшем состоянии, стекла побиты, везде осколки, ведь это культурное достояние. Воронцовский дворец построен из диабаза. Этот камень тверже гранита почти в 2 раза и с трудом поддается даже алмазной обработке. Высечь ровные блоки из такого камня стоило огромного труда, и даже малейшая оплошность могла стоить всей работы. На территории дворца часто снимаются фильмы. Среди известных «Обыкновенное чудо», «Алые паруса», «Небесные ласточки» и «10 негритят». Если это видео было полезным для вас, то подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада.